В свое время, столкнувшись с невербальным гипнозом, я был удивлен, потрясен тем, насколько этот метод одновременно и прост, и сложен, и эффективен. Признаюсь, я рад, что не встретил его раньше, иначе бы я однозначно сосредоточился бы только на изучении этого метода, но у меня бы тогда не было в арсенале всех бы других методов. Хотя, если быть честным, я прекрасно понимаю, что в первой части этого утверждения я немного обманываю и себя, и вас, потому что невербальный гипноз, он, с одной стороны, действительно очень эффективен. Он работает сразу на бессознательном уровне, обходя множество блоков, сопротивлений, взаимодействует напрямую с подсознанием клиента. Однако есть проблема, и эта проблема заключается в том, что этот метод становится по-настоящему эффективен только в руках экспертов, которые разобрались и со своими внутренними проблемами, которые долгое время находятся в практике, и, что самое важное, находятся в глубоком контакте с самим собой. И такие специалисты знают, что такое вообще состояние присутствия, терапевтического присутствия, и во время работы сами погружаются в глубокий транс. И тогда этот метод действительно становится эффективен, потому что сам метод построен на идее раскапсулирования психической энергии. Считается, что, проживая травмы и различные жизненные ситуации, психическая энергия создает напряжение как в эмоциях, в чувствах, так и в теле. Например, ученые, изучая животных, заметили, что если животное после поимки и нанесения метки не протрясется, не сбросит напряжение, то оно становится непригодным для жизни в естественной среде, то есть оно просто погибает. И я также слышал от знакомого ветеринара историю, как перевозили животных в контейнерах из какого-то одного места обитания в другое место обитания. И очень многие из них погибали. И только после того, как им вводили препараты, которые полностью их блокировали на время переезда, то уже эти животные смогли выживать. И это яркий пример того, как чрезмерное напряжение, которое сохраняется в теле, естественно, мешает нормальному функционированию. И идея невербального гипноза как раз-таки заключается в том, чтобы освободить тело от этого напряжения. И, соответственно, когда мы убираем напряжение, то тело уже запоминает новое состояние, состояние расслабления. И мозг делает состояние расслабления своим. И таким образом получается, что метод позволяет не только снять текущее напряжение, но и закрепить новое, более ресурсное состояние. Да, невербальный гипноз включает в себя множество разнообразных техник. И это может быть работа через фасцинацию, в взаимодействии, соответственно, через взгляд, работа со светом, с телом, с пасами. Каждый клиент может найти какую-то свою подходящую ему технику, что делает этот метод действительно универсальным, очень гибким. Однако важно отметить, что достичь нужного терапевтического состояния, состояния терапевтического присутствия – это задача не из легких. В начале своего пути специалист может думать, что он находится в правильном состоянии, но при этом не быть в контакте с собой и собственным телом. И тренировка этого состояния требует времени, практики и, соответственно, глубокого внутреннего развития. И только тогда невербальный гипноз действительно раскрывает свой огромнейший потенциал, позволяя не только работать с клиентами, но и трансформировать и собственное восприятие, и, соответственно, работать с восприятием и взаимодействием
с миром.